Россия будет развивать свои ядерные силы до тех пор, пока в мире не начнется работа над новыми договоренностями о контроле за вооружениями. Это сегодня пообещал Владимир Путин. Президент провел расширенное заседание коллегии Минобороны. Один из главных итогов уходящего года – доля современного оружия в ядерной триаде составила 82%. В войска уже поступают гиперзвуковые комплексы «Авангард», защититься от которого в обозримом будущем не сможет ни один агрессор. Именно таким и должно быть отечественное вооружение. Лучшим в мире. Репортаж Евгения Решетнева. Кроме подведения важнейших итогов года и постановки задач на будущее, на расширенной коллегии Минобороны можно услышать стратегические заявления Верховного Главнокомандующего. Мы всегда догоняли. Атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории. Догоняют нас. Ни в одной стране мира, заявляет Путин, до сих пор нет гиперзвукового оружия, а тем более способного преодолевать расстояние между континентами. У России есть комплексы «Кинжал» авиационного базирования, к примеру, уже стоят на вооружении. Уже поступили в войска и лазерные боевые комплексы «Пересвет», название которым в честь богатыря выбирали на всероссийском голосовании. На этой неделе под Оренбургом заступят на боевое дежурство ракетные комплексы «Авангард». Это новейшая разработка, и мы гордимся тем, что она увенчалась успехом с точки зрения постановки на боевое дежурство. При этом российские военные уже продемонстрировали авангарды американским инспекторам, следуя букве договора о стратегических наступательных вооружениях, в то время как США, судя по всему, продолжают идти по пути разрушения с таким трудом достигнутых договоренностей. Серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями. Причем, имею в виду не только слом Соединенными Штатами Америки договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под абсолютно надуманным предлогом, безосновательным абсолютно предлогом. С ноября текущего года Вашингтон создал неопределенность в отношении своего дальнейшего участия в договоре по открытому небу. Неясными остаются и перспектива продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Добавлю, что все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Мы же это видим, понимаем. В этой связи необходимо продолжить линию на укрепление и развитие армии и флота. Военный бюджет США превысит в следующем году 750 миллиардов долларов. Это сопоставимо с тем, что тратят на оборону все страны мира вместе взятые. На фоне ежегодно растущих расходов Соединенных Штатов и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остается практически неизменным. Если в 2018 году мы находились на 7-м месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем году на 8-м месте, а в следующем году будем уже на 9-м. Впрочем, не все решают деньги, если учесть, что с гораздо более скромными расходами Россия вводит в строй новые системы ПВО «Витязь», которым нет аналогов в мире, нет конкурентов и у гиперзвуковых ракет «Циркон», которыми, как стало известно, оснащаться будут и береговые комплексы, и военные корабли. Ракета «Сармат» военные готовятся к проведению летных испытаний, придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования «Воевода». И обо всех этих новейших разработках ВПК Владимир Путин заявил впервые в прошлом году в ходе послания Федеральному собранию, которое стало сенсационным. Тогда же президент анонсировал еще одно супероружие – крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Сегодня президент подтвердил, работа идет по плану. За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди? За счет мозгов. За счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства.
Военно-космические силы получат более 100 современных летательных аппаратов. Для наглядности в просторном атриуме министерства развернули выставку с макетами передовых образцов оружия. Здесь все самое новое и современное, что есть в вооруженных силах на сегодняшний день. От ножей до боевых кораблей, спутников и истребителей. Президент осмотрел выставку с любопытством. Впрочем, многие из этих образцов верховный главнокомандующий видел в деле во время учений на полигонах. Продолжается работа по созданию ракетного комплекса «Сармат». Новая разработка для ВДВ – вот этот парашют для десантирования в тандеме, если не считать собаки. Собака на сегодняшний день совершила 12 прыжков. В процессе осмотра Путину не раз говорили: вот вооружение, которое не уступает мировым образцам. Уже после президент отметил: надо, чтобы превосходило. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья. Иногда. Это военная организация государства. Техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться. Добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать. В следующем году армия получит 14 кораблей, 3 подлодки, 18 катеров и судов обеспечивания. Кораблей строится и сдается столько, что у журналистов возникает вопрос: хватит ли фантазии на название? Это либо имена выдающихся военных и политических деятелей российского государства, либо это название наших городов. Действительно, мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно, а при этом расходуем минимальное количество средств. Доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%. Это обнадеживает, учитывая, что НАТО и США свои попытки окружить Россию ракетными комплексами не прекращают. Учитывая все это, и будет решаться главная задача. К концу следующего года уровень современного оснащения в армии должен быть не меньше 70%. Во многих родах войск этот показатель уже достигнут. Но главное, о чем сегодня сказал верховный главнокомандующий, это не достичь определенных показателей, а удерживать их на заданном уровне. Модернизация и поставка новых современных видов оружия в армию должны происходить постоянно. Евгений Решетнев, Михаил Альтеркоп и Виктор Мамаев. Вести из Министерства обороны. На коллегии президент говорил о теме исторической памяти, которую Россия будет защищать. И прокомментировал недавнюю резолюцию Европарламента, которая возлагает вину за начало Второй мировой войны на гитлеровскую Германию и Советский Союз. В строительстве российских вооруженных сил необходимо иметь в виду позицию стран, в которых сносят памятники воинам Красной Армии. Переписать историю пытаются последователи людей, которые перед войной договаривались с Гитлером и аплодировали его идеям. В качестве примера президент привел польского дипломата Юзефа Липского, который до 1939 года был послом в Германии. Гитлер сообщил и министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил: если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях. И более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве. Но хочу вот что только отметить, что именно такие люди, которые тогда вели переговоры с Гитлером, именно такого сорта люди сегодня сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. Вот это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось. И мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших вооруженных сил. Разговор о попытках исказить историю продолжился и на встрече главы государства с руководством Федерального собрания. Председатель Госдумы пообещал, что российские депутаты сделают все, чтобы донести правду о событиях 80-летней давности до своих коллег в ПАСЕ и парламентах стран Европы. Исходя из того, что Польша фактически солидаризировалась в тот период времени с фашистской Германией и считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, и поддержала в этом Гитлера, руководству Польши правильно было бы принести извинения за то, что происходило
раньше, и за то, что вот все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя. Это было бы, по крайней мере, с их стороны честно. Я уже говорил по этому поводу. Здесь только хотел бы добавить, что Советский Союз дал оценку пакту Молотова-Риббентропа. Сделал это откровенно, прямо, открыто. Никто, кроме нас, этого не сделал. Начиная с 1934 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами. Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это.